В туманную осеннюю ночь в маленьком городке Сидар-Рапидс, Айова, фермер Брэндон Харпер сидел у камина в своей уютной хижине, ощущая привычную пустоту после смерти жены. Ветер был едва слышен, и тишина была почти болезненной. Вдруг раздался слабый стук в дверь. Брэндон открыл ее и увидел маленькую девочку лет 7, дрожащую от холода, с испачканной одеждой и слезами на лице. Она сообщила, что ее мать избили и оставили умирать. Не раздумывая, Брэндон накинул куртку и схватил фонарь. Девочка, назвавшая себя Мэдди, повела его по заросшей тропинке к небольшой хижине на окраине леса. Там он увидел женщину с синяками, истекающую кровью и с трудом дышащую. Он осторожно поднял ее на руки и принес в свой дом, уложив на диван и укрыв одеялами. Брэндон вызвал знакомого врача, который помог женщине восстановиться. Она представилась Клара Брукс и рассказала, что переехала в город, чтобы начать жизнь заново после насилия, но ее преследовал жестокий арендодатель и его приспешники. Благодаря заботе Брэндона и Мэдди Клара постепенно оправилась. Фермер понял, что страх и молчание лишь усиливают зло, и решился защитить женщину. С помощью смелости и решимости он противостоял обидчикам, показывая, что настоящая сила в доброте и готовности прийти на помощь. Со временем дом Брэндона снова наполнился смехом Мэдди, а Клара нашла работу на ферме, возвращая себе здоровье и уверенность. В письме, оставленном на крыльце, Клара писала, что добро существует даже там, где оно скрыто за усталыми руками и суровыми днями, и что иногда спасение других становится единственным способом спасти себя. Брэндон смотрел на закат над полями, впервые за долгие годы ощущая полноту сердца, понимая, что одно стукнувшее в дверь дитя может изменить жизнь навсегда. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.